И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 31 марта, и вашему вниманию представлен последний итоговый обзор событий, что происходит на фронтах украинской войны. И начать я его хочу несколько нестандартно. Обычно я говорю о самом главном театре боевых действий, а сейчас хочу начать со второстепенных. И очень важное, интересное это событие происходит сейчас на Черниговской и в Сумской области. То, что мне пишут мои зрители, на самом деле меня в какой-то степени даже потрясло. Огромные колонны российской техники перемещаются по Черниговской области, по Конотопу. Например, что было в Конотопе? Сегодня во второй половине дня российская колонна подошла к Конотопу, а местные солдаты, которые были в оцеплении Конотопа, напомню, Конотоп был в свое время договоренность между теробороной и между солдатами российскими, что, мол, мы друг друга не трогаем, и город живет мирной жизнью. Так вот, российские солдаты предупредили, что, ребят, вы там не сильно выпендриваетесь, да, там мы будем вас брать там через пару дней. И вот сегодня российская колонна подошла к Конотопу, местная тероборона решила повыпендриваться, хватило этого выпендрежа ровно на 5 минут. Несколько залпов артиллерии, танков, и тероборона куда-то, так сказать, дефрагментировалась, куда-то она исчезла. И на протяжении нескольких часов через Конотоп идут целые огромные колонны российской техники по направлению к Сумам. Не исключено, что ровно по тому же направлению, по которому шли и раньше их товарищи, которые дальше пошли на Харьков и на Изюм. Но, опять же, не исключен вариант, что эта колонна имеет гораздо более близкие задачи уже в Сумской области. И таких колонн за сегодняшний день в Черниговской области видели несколько. А еще очень огромное количество техники идет через Беларусь, тоже идет по направлению на юге, в район Харькова, через Брянск. Причем идут они на протяжении уже не одного дня, и если честно, я просто поражен, какое огромное количество войск было сосредоточено в этом районе. То есть я так понимаю, Киев могли взять без проблем. Вот реально, то, что я сейчас смотрю, как это все выводится по направлению на юг, я предполагаю, что Киев, в целом российская армия, могла бы взять. Но Киев был бы, естественно, разрушен, были бы огромное количество человеческих жертв, и при этом не было бы никакого серьезного политического смысла. И я думаю, что именно по этой причине, в том числе, штурм Киева был отменен. То есть чем это закончится, я пока не знаю, но вот происходит то, что я вам сейчас сказал. Ну и теперь переносимся на основное направление, на Донбасский фронт, и начнем рассматривать ситуацию в районе Изюма. По тем данным, которые я собрал по состоянию на вечер, украинские вооруженные силы укрепляются в населенном пункте Христище, он эвакуирован, там загнано огромное количество украинской техники, то есть там будет серьезнейший бой, ровно такой же, как был, например, несколько дней назад в районе населенного пункта Долгенькое, которого на самом деле сегодня формально оно есть, но населенного пункта такого уже нет. На другом направлении этого удара сегодня пришло сообщение о том, что с утра началась эвакуация Барвенкова, и уже к вечеру пришли сообщения о том, что то ли в районе Барвенкова, то ли уже в самом Барвенково идут бои. Я так понимаю, бои, скорее всего, идут под Барвенково, а само Барвенково обстреливает российская артиллерия и обрабатывает авиация. То есть очень похоже, что движение российских войск в этом направлении на юг, по направлению к Славянску началось. И по Славянску ходят упорные слухи, пока просто слухи о том, что завтра начнут эвакуировать город. Имеется в виду не население, потому что на население всем наплевать, а государственные учреждения, чиновников, и всех тех, кого киевский режим считает, что нужно оттуда вывести. По Краматорску также готовятся к уличным боям. В целом уже понятно, что будет в ближайший день-два. То есть наступление российских войск уже ждут даже не с дня на день, а с часа на час. На Горловском направлении сегодня вечером Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о том, что взята всего часть поселка Новобахмутовка. И, как мне пишут местные жители из Горловки, работа артиллерии не прекращается ни на час. Уже почти двое суток она работает непрерывно по всем направлениям, где выявлены опорные пункты ВСУ, и пока эта канонада не прекращается ни на минуту. И также на южном направлении сегодня очень резко активизировалась российская артиллерия в районе Запорожья, а также в районе Гуляйполя. То есть идет наступление российских войск в районе Великая Новоселка, и я так понимаю, что утром нужно ожидать какого-то серьезного продвижения и на этом направлении. И по Мариуполю, я думаю, все вы уже знаете новость о том, что было сбито 2 сегодня вертолета, которые пытались эвакуировать руководство Азова и руководство обороны Мариуполя. И очень похоже, что эти 2 вертолета сначала запустили в Мариуполь, а потом просто ждали, пока они заберут тех, кого хотели забрать, и сбили уже на отходе прямо на побережье. И я думаю, что это была уже последняя попытка кого-то оттуда эвакуировать. По данным украинских пабликов, украинских военных, на сегодняшний день ВСУ контролирует не более 10% города. Все остальное находится либо под ДНР и российскими войсками, либо это так называемая серая зона, которая не контролируется никем.
Ну и последнее направление, которое мы с вами рассмотрим, это Херсон и Николаевщина. На севере Херсонской области идут бои. Гарнизон Кривого Рога пытается контратаковать, пытается выбить российские войска с их позиций, но пока им это не удается. А мэр Николаева Ким рассказывает о том, что он зализывает раны и через несколько дней он готовится к очередному контрнаступлению. Ну, с учетом тех данных, которые я, например, получил, это контрнаступление точно так же обречено на неудачу, как и все предыдущие. На этом по этой теме на пока все и до завтра.